Друзья, всем привет! Показываю, что я сделал. Вот такой вот образец. Покажу тоже, как его делать, но сейчас мы поговорим о очень важной теме. Как же наполировать эту Венецию до зеркального блеска? Потому что очень мало информации в YouTube по этому поводу, что реально, чтобы плоскость была как зеркало. Сразу можете ставить лайк, не стесняться, информация крайне полезная и доступна просто любому человеку. Не нужно быть мастером, не надо там годы обучения, годы опыта. Ну что, давайте посмотрим, как это происходит. Так, и вот я заснял процесс полировки кусочка венецианки. Конкретно и четко снял все в одном видео. Значит, что происходит, вкратце объясняю. Была у нас Венеция с мастер-класса, с мусором, с соринками. Ее нанесли, она совсем не полирована, то есть, просто что-то непонятное. Значит, что мы делаем? Есть губки, вот такие вот, Smirdex название, Fine и Very Fine. То есть, хорошо и очень хорошо полируют. Мы этими губками начинаем с Fine, мы начинаем заполировать плоскость. Просто чистим круговыми движениями, снимаем слой примерно, может быть, миллиметра, пол, максимум миллиметра. Это просто равняем как бы плоскость. Далее, куча пыли, сразу говорю, вот это единственный метод этого, единственный, вернее, минус этого метода, что много пыли. Ну, а что поделать, красота требует жертв, поэтому придется потерпеть. Далее, отполировали мы плоскость, сделали гладкая поверхность. На ощупь, если попробовать, она уже будет гладкая, без бугров, без перепадов. Когда уже достигаем этой степени полировки, когда все ровно и все гладко, мы берем губку Very Fine. Так же самое, ей 3 круговыми движениями. И еще хочу заметить, что губки, если забиваются, то это, в принципе, даже хорошо. Нам она потом, вот эта губка Very Fine забитая, она пригодится для окончательной, если вы на площади будете работать, пригодится для окончательной доводки до зеркала. То есть она, когда забивается уже Венецией, то она, в принципе, даже до такого доходит, что и железнить не надо. Просто уже губка Венеция полирует Венецию, уже зеркало без железнения. Это у меня так на площади происходило на этом образце. Я старой губкой взял, начал тереть на вот этом черном с трещинами. И, в принципе, практически без железнения обошлись. Но так как у нас здесь губки новые, смотрим, что происходит, когда губки еще новые. Значит, зачистили мы это все. Как вы видите, пока что ничего такого не происходит. Все мутное, непонятное, что-то неведомое. Далее, мы берем обычный шпателек для венецианской шпаклевки, для полировки. Он должен быть из нержавейки. И железним, как обычно показывается во многих видео, практически каждом видео по Венеции, как ее железнить. То есть по 15 градусов, примерно 20, может, около того. Мы начинаем Венецию возвратно-поступательными движениями. Мы ее начинаем приполировать, уплотнять, железнить, в общем. Что происходит? Начинает материал у нас все более и более насыщенный цвет приобретать, и начинает он блестеть просто как не в себе. Просто какая-то жесть. Что вы сами видите, вот что буквально происходит на глазах. То есть не за очень короткий промежуток времени Венеция такого блеска достигает, что не каждый мастер-профессионал, который наносит классическую Венецию, достигнет такого блеска. И вообще до зеркального состояния я видел несколько мастеров. Там в Италии есть Антонио Лиссо, он тоже полирует железнением без перетирки, насколько я знаю по его видео. И у него тоже примерно такой блеск. Это очень сложно, и это нужно быть реально мастером. Этот же метод у нас не требует там нереального мастерства. Я сейчас не говорю за рисунок Венеции и за все остальное, я за полировку. То есть рисунок может быть любой, хоть вообще просто нанесите один цвет. Понятно, это будет не сильно интересно, но зато блеск такой будет, что просто жесть. Значит, далее я вам показываю, как я делал вот этот образец с трещинами. Посмотрим, как делается он. И в этом методе нанесения я сразу использовал несколько техник. То есть изначально я планировал просто его нанести гладко, потрещать, забить другим цветом. И было бы
просто образец с трещинами. Но для более детального еще рассмотрения другой техники я рассказываю вкратце, что происходит. Значит, наносится Венеция слоем примерно может 2 мм, около того, может 3 мм. Вот, около того. Равномерным слоем наносится базовый цвет, в данном случае черный. Нанесли. Далее беру другой цвет, любой на вкус, какой вы хотите. Здесь там какой-то желтый цвет. Морской губкой местами прямо мокрое по мокрому натыкал какой-то рисунок. Рисунок вы можете сами делать, какой вам нравится. Берем фен, уже показывая это метод видео со светящимися трещинами Венеции. Берем строительный фен, ставим на двойку на максимальную температуру и начинаем с расстояния примерно сантиметр, может там 2, около того, сушить Венецию. Замечу, что сушить нужно в одно место долго не греть, потому что перегрев идет воды, водяной пар выделяется, подрывает Венецию, и это будет не сильно весело, она отстает от основания. Поэтому мы вводим вот такими движениями, как видно на видео, по чуть-чуть везде прогреваем. Что происходит? Вода испаряется очень быстро, Венеция стягивается, и в некоторых местах появляются трещины. В принципе, что нам для этого образца и нужно. Так, далее у нас происходит вот эти вот желтые пятна, которые мы наторцевали. Они у нас очень, перед полировкой нам нужно сделать плоскость максимально ровной. Они у нас торчат где-то на миллиметра 3-4 вверх. То есть нам это не нужно, поэтому мы берем обычную, можно шпатель, гладилку, в общем, любую ровную. Шпатель берем и под градусов 15-20 мы просто грубо срезаем, сбиваем эти верхушки, для того, чтобы нам не мешало полировать эти верхушки, полировать плоскость. Далее для создания еще более ровной плоскости мы прошли шлифмашиной, это я не заснял, шлифмашина 240 шкуркой подровняли плоскость еще лучше, то есть в принципе практически уже ровный образец. И теперь, как мы видим, наносится желтая Венеция, другой цвет, вы можете, как я еще раз говорил, любой цвет там брать, какой вам нравится. Наносится желтая Венеция на сдир, то есть мы забиваем все эти щели, все, грубо говоря, шпаклюем. То есть как шпаклюют стены, подшпаклевывают все эти дыры, трещины и тому подобное. Так мы шпаклюем нашу Венецию, черную, желтой Венецией. Отшпаклевываем, отправляем образец сушиться. Так, далее у нас происходили все этапы, которые я показал вот в начале видео, то есть полировка файном, вот этой губкой Fine, Smeardex, потом Very Fine, то есть все как в начале мы сделали с этим образцом. И вот я сейчас вам делаю вставочку, за что я говорил, когда губка забивается, вот видно сейчас, что она вся в пыли, вот на руках остается след. И я когда ей тру плоскость этой губкой, заметьте, она вообще ничего не царапает. То есть это без железнения еще был образец. То есть в принципе достигла она такого состояния, эта губка, что она уже практически не царапает, а чисто полирует. Так, далее у нас идет этап железнения, как я показывал в начале. В моем случае это железнение, в принципе, видимого эффекта не... то есть увеличение блеска не произошло, на всякий случай я нажелезнил. Хуже от этого не встает. И теперь поговорим о восках. То есть есть у нас уже образец, он блестит, все хорошо, все сказочно. Теперь нам нужно защитить образец от загрязнений, как бы от воска отскакивают, даже водоэмульсионная краска, если просто залить всю Венецию водоэмульсией, она отскочит, вообще ни следа, ничего не будет. Воск очень хорошая тема. И поговорим о восках, которые пригодны именно для полировки, вернее для защиты высокоглянцевых поверхностей. Я советую воски тонкослойные, которые идут, то есть не наносятся шпателем, как парафиновые воски и тому подобное. Ими очень тяжело работать, и они могут даже испортить нам блеск нашей Венеции. Именно вот такой блеск. Поэтому я беру воск, в данном случае Cera Brilliant фирмы Colorit. Также можно использовать воск Antix Signoria Cera Protectiva. Я его уже показывал в видео про черную Венецию. Это тонкослойные воски, наносятся губкой, минут 15 ждется и какой-то шерстяной тканью, можно даже, я в видео своих, даже там хбшной какой-то, мастерка, неважно. В общем, мы тканью наполировываем. Что происходит? Так как воск слоя не дает, там он настолько маленький, что в принципе тяжело испортить образец. Вот я к чему. То есть если вы будете наносить
парафиновый воск какой-то, он во-первых, быстро сохнет, во-вторых, в некоторых местах он оставляет слой, и потом они эти мутные матовые пятна. То есть парафиновый воск предназначен для как бы шпаклевания, грубо говоря. То есть если поверхность вообще печально заполирована, даже не отполирована, что-то там такое происходит несерьезное, то он немного скрашивает все эти дефекты. В нашем случае воск просто наносится, еще раз повторюсь, тонким слоем, полируется, и на выходе у нас получается практически такой же блеск, возможно даже чуть лучше. И защита от, во-первых, защита Венеции от внешних воздействий, и также защита одежды и всему подобного, если очень темный цвет, бывает, на руки берется. Так, друзья, ну в принципе в этом видео это вся информация, которую я хотел дать. Сейчас предлагаю вам еще насладиться отблеском в разных ракурсах вот этого образца, который с трещинами, как он выглядит. И хотел сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, это обязательно лайк, подписка уже по желанию. Ну, я думаю, что здесь много полезной информации, даже не думаю, я знаю, что я буду здесь многие видео с полезной информацией по декоративной штукатурке и отделке, методы нанесения, там всякие интересные техники и тому подобное. Поэтому, если вы не хотите этого всего пропустить, приглашаю вас подписаться на канал. Буду вам за это благодарен. Ну, все, ребят, кто смотрел, спасибо вам. Все, всем пока.